Всем привет, это канал Готовить Просто и я, Ольга Матвей. Сегодня мы будем готовить очень классный, вкусный, такой всем знакомый торт «Пьяная вишня». Один рецепт такого торта у меня уже на канале есть. Сегодня мы будем готовить немножко по-другому, очень вкусный рецепт. Я редко делаю этот торт, в основном на большие праздники, и последний раз делала, не знаю, года, наверное, 1,5 назад. Поэтому с удовольствием приготовлю сегодня вместе с вами, оставайтесь вместе со мной, начинаем. Начнем с вишни. Значит, за день до того, как вы начнете готовить торт, вишню нужно подготовить. У меня вишня просто замороженная, свежая. Из нее нужно вытянуть косточки или купить вишню уже без косточек. Я вынимаю косточки вот такой шпилькой для волос. Вишня хорошо сохраняет форму, не ломается при этом, очень удобно. Так можно повынимать. Хорошо, что делаем дальше? Вишню нужно залить коньяком. Можно просто водкой. Я вот так вот и заливаю, чтобы вот так вот только она начала покрываться, и хватит. Ничего больше я вишню не добавляю, закройте крышкой или пищевой пленкой и уберите в холодильник. Значит, как еще можно подготовить вишни и как я иногда так делаю? Существует несколько способов. Первый способ. Можно подготовить такую вишню заранее. Когда будет сезон вишни, вы нарываете вишню или покупаете вишню, вынимаете из них косточки, заливаете водкой, коньяком, ромом, закрываете плотно крышкой и ставите в холодильник. И она стоит несколько месяцев, она может стоять очень долго, она же, считайте, маринуется. И потом у вас будет супер пьяная вишня. Я иногда так делаю, несколько литров вишни так оставляю. Но в этом году так не делала, поэтому заливаю коньяком. Если такого количества коньяка у вас нет, или вы не хотите использовать такое количество коньяка, то вы заливаете вишню водой и добавляете туда полстакана водки. Тогда вишня замаринуется за ночь. Но она не будет такая термоядерная, как от коньяка, если вы там зальете ее на несколько месяцев. Поэтому тут такой момент, каждый кто как любит. Но чем дольше вишня в коньяке, тем вкуснее. Сахар при этом я не добавляю, потому что сладкий крем, сладкий торт. Еще существует такая возможность, если делать не со свежей вишни, а из маринованной вишни, тогда она сладковатая, и можно прям в сок, вот этот вот вишня в собственном соку, фактически вы покупаете, добавить тоже полстакана коньяка, и она простоит сутки, и будет такая чуть-чуть спиртовая. Подготовьте формочку от 20 до 24 сантиметров в диаметре, если больше, торт будет просто плоский, поэтому идеальный вариант 20-23 сантиметра. Мне понадобится 6 или 7 яиц для этого торта. У меня сегодня 6 таких, знаете, крупных, поэтому взяла 6. Но если у вас мелкие, возьмите 7. Значит, нужно отделить белки, желтки. Сначала взбиваем только белки. Щепотку соли отправляем в белок. Яйца должны быть комнатной температуры. Начинаем взбивать. Сначала на медленной скорости, потом увеличиваем до густой пены. Одновременно с белками взбиваем желтки. Я вот взбиваю в отдельной посудинке, чтобы было быстрее. Значит, сначала только желтки, без ничего. Они должны посветлеть и увеличиться в объеме. Я закончила взбивать одно и другое, значит, взбивала я около 2 минут, посмотрите, какие желтки получились. Такая красивая масса, пышная, светлая. Хорошо, сейчас я временно уберу венчик, покажу вам, какие белки. Вот такая вот пена получилась из одних белков. Видите, какая такая, знаете, устойчивая, плотная. Теперь берем сахар. Я всегда готовлю бисквит таким образом. На одно яйцо 1 столовая ложка сахара и 1 столовая ложка муки. То бишь у меня 6 яиц, 6 столовых ложек сахара. Так как у меня взбиты и белки, и желтки, чтобы получилось равномерно, сразу 3 ложки я отправляю в белки, а потом 3 в желтки. Теперь взбиваем до хороших устойчивых пиков белок на хорошей быстрой скорости и желтки.
Желтки увеличились в объеме еще раз. Посмотрите, какие они красивые. Вот так должно было быть и у вас. Взбивала я в течение, ну, наверное, минуты полторы. Но у меня вот этот ручной блендер, он мощностью 1000 Вт, поэтому очень быстро взбивается. Если у вас мощность меньше, взбивайте дольше. И белок. Посмотрите, какой белок. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, какая красота. Берем венчик, он больше нам не пригодится. Берем желтки и отправляем желтки в белки. Берем деревянную или силиконовую лопаточку. Лучше железом не пользоваться, железными ложками, чтобы белок не осел. И сейчас будем перемешивать. Теперь в одну сторону вмешиваем желток с белком, но вот так вот поднимая белок снизу. Но только не нужно мешать в разные стороны. Вот в одном направлении начали вмешивать. И так и заканчиваем, пока оно все не будет однородным. Вот такая пышная масса получилась. Теперь, если не до конца еще белок размешался, ничего страшного, мы еще будем перемешивать с мукой. Поэтому берем сито. Я просеиваю прям в тесто муку. Итак, 6 столовых ложек муки отправляем сюда. И сюда же к муке я отправляю какао. Значит, я меньше муки не кладу, просто столовую ложку какао сюда. И еще хочу сказать, значит, больше, в принципе, ничего сюда в бисквит не добавляется. Но если вы хотите, если вы там не уверены в своей духовке и так далее, можно добавить чайную ложку разрыхлителя. Я добавлять не буду, потому что, в принципе, не нужно добавлять в домашний бисквит. Но я вам хочу сказать, на любом производстве в тесто добавляется разрыхлитель. Хорошо, просеиваем. И опять в одну сторону уже, значит, смешиваем яйца с мукой. Вот так плавно до такой однородной консистенции. Займет это, ну, обычно минуты 3-4 до 5 минут, потому что медленно. И всю перемешанную массу высыпаем в форму и разравниваем. Ну, обычно бисквитное тесто хорошо расходится. Хочу еще сказать по поводу какао. У всех какао может быть разное, и у кого-то после 1 столовой ложки будет темное тесто, а у кого-то очень светлое. Если у вас такое светлое какао, значит, положите в тесто 2 столовые ложки. При этом муку убирать не нужно, пусть так будет. И еще хочу сказать, обязательно тесто сделайте с какао. Нельзя сделать пьяную вишню из светлых бисквитных коржей, потому что вишня с алкоголем на тесте дает зеленый, синий такой цвет. И я не знаю, рассказывала или нет, как-то я решила, что я сделаю пьяную вишню со светлыми коржами. Думаю, сделаю такой ноу-хау. Ну, когда я разрезала торт, и внутри он был как в плесени, весь зелено-синий, было не очень перфектно, поэтому обязательно с какао, не экспериментируйте. Духовку разогреваем на 180 градусов предварительно, и уже в горячую духовку сразу отправляем бисквит на 25-30 минут. Готовность проверяем зубной палочкой, ну, зубочисткой. Теперь сделаем крем. Крем у меня будет заварным. Нам понадобятся одни желтки. У меня здесь 6 желтков, но можно взять 6-7, смотря насколько они крупные. Если крупные, как у меня, 6, если мелкие желточки, то 7. Хорошо, отправляем желтки в чашу, где будем взбивать. Желтки тоже должны быть комнатной температуры, заранее выставьте их. Начинаем взбивать одни желтки, они должны увеличиться в объеме, поменять немножечко цвет. В желтки сразу отправляем ванильку или ванильный сахар, как у меня. Ванильки, значит, совсем чуть-чуть. И полстакана сахара. Значит, здесь не важно, какой у вас стакан. Приблизительно на глаз полстакана, ну, любого. Если у вас там даже чуть больше стакана, чем у меня, ничего страшного, просто чуть-чуть слаже будет крем. Хорошо, перебиваем яйца с сахаром, но раствориться сахар не должен. Просто немножечко оно увеличится и начнет взбиваться. Теперь во всю эту пышную массу, так, венчик нужно снять на несколько минут, потому что неудобно будет сейчас сюда отправлять муку. Полстакана молока комнатной температуры, не с холодильника, не холодного. Значит, если у вас стакан какой-то другой, ничего страшного, плюс-минус 20 грамм роли не сыграет. Теперь берем приблизительно столовую ложку какао, просеиваем сюда же в яйца.
И столовую ложку муки тоже просеиваем сюда в яйца. Теперь смешиваем все до однородности. Всю массу, вот этот так называемый крем, который у нас получится, выливаем в небольшую мисочку или сотейник. Кастрюльку побольше, наливаем немного воды, ставим на огонь и сверху ставим кастрюльку поменьше, там где крем. Значит, смотрите, сейчас вода будет закипать и крем будет загустевать. Я время от времени подхожу, помешиваю, но надолго не отходите, потому что часто придется его мешать. Обычно минут за 20-30 крем загустевает, но в последнее время я стала от вас получать письма. Мы когда-то делали торт «Птичье молоко», и там очень похожий подобный крем заварной мы и делаем. Ну и вообще, на много заварных кремов почему-то некоторые пишут, что у них не загустевает. Дорогие мои, не может не загустеть. Значит, что делаете? Либо дольше варите, потому что кто-то мог поставить разную температуру на вашей печке. У меня одна, у вас другая, или у вас газ, предположим. И у меня будет стоять 20 минут, а у вас 40 минут. Поэтому варите дольше, не загустеть не может. Яйца сворачиваются, мука, оно в любом случае будет кремом. Если у вас стоит 50 минут вот на такой водяной бане и не загустевает, что вы делаете? Димочка, покажи. Снимаете с водяной бани, отодвигаете вообще эту воду и ставите крем на маленький огонь, на саму плиту и постоянно помешиваете, никуда не отходите, постоянно вот так помешиваете. И он у вас по-любому загустеет, но он не может не загустеть, просто тут вопрос времени. Если даже в таком случае, если он у вас не загустел, значит, у вас что-то не так с продуктами. Ну, ни разу у меня такого не было, что заварной крем бы не загустел. Такого не бывает. Что-то именно, дольше приходится делать. Из-за разности в продуктах, из-за разности температуры нагрева. Ну, в общем, вот такие нюансы могут быть. Крем загустел. Посмотрите, какой густющий крем. Теперь отставляем вот так в сторону и даем ему полностью остыть. А пока будем взбивать масло. Выняли бисквит из духовки, теперь берем обычный нож, я беру десертный, и вот так вот проходимся по краю формочки, держу его в такой перчаточке, потому что еще горячий, аккуратненько по краю, раскрываем форму, вынимаем наш бисквит из формы, вот так, и теперь его нужно перевернуть, поднимаем, оп, на решетку. Значит, я сразу вот так, если оно горкой, знаете, чуть-чуть, вот так вот вниз придавливаю, тогда он будет ровный. Теперь нужно аккуратно снять донышко, вот так, оно еще горячее очень, и снимаем пергамент и даем ему полностью остыть. За лучшее делать бисквит за день до того, как вы будете готовить торт, чтобы он выстоялся. Ну, как минимум, пусть 2 часа полежит. Еще для крема нам понадобится 1 пачка масла, 200 грамм, но такого мягкого. И полстакана сахарной пудры. Можно взять просто сахар, но сахарная пудра быстрее растворяется в масле. Значит, полстакана, неважно, какие у вас стаканы, просто полстакана на глаз. Ну, просто будет чуть-чуть слаже, ничего страшного, вишня все равно с кислинкой. Отправляем масло в миксер, можно ручным миксером. Но лучше не венчиком, потому что миксер хорошо взбивает маслом. Теперь взбиваем его до такой, знаете, красивого цвета, однородности, оно должно посветлеть. Теперь отправляем сюда сахарную пудру. Я только что взвесила, у меня здесь 90 грамм сахарной пудры. Теперь перемешиваем до однородности и берем наш заварной крем, но он уже должен быть остывший. Пару ложек крема отправляем вот сюда в масло. И будем взбивать. Значит, приблизительно крем я делю на 2 или на 3 раза. Вот так. И смешиваем. Потом следующую партию. Все, выключаем миксер, убираем венчик. Вот такой получился крем. Из-за разницы в какао у вас может быть темнее, светлее. Это не важно. Ну, можно добавлять какао больше, тогда оно будет темнее. В общем, вот такой вкусный крем я уже, так сказать, лизнула трошки. Він дуже смачний. Хорошо, теперь ждем, пока полностью остынет наш бисквит, и будем собирать торт.
Бисквит остыл. Теперь верхушку бисквита нужно срезать. Значит, как я делаю? Сначала ножом, я беру такой нож для хлеба, им удобнее резать. Ножом сначала вот так вот прорезаю край, чтобы он был со всех сторон одинаковый, а потом срезаю. Снимаем бисквит. Посмотрите, какой он красивенный внутри. Теперь что делаем? Берем маленький нож. Самое главное, ножом не прорезать дно и бока. Поэтому маленьким ножом, вот так вот отступая от края, вынимаем серединку. Посмотрите, очень хорошо вынимается, особенно когда он постоит. Хорошо вынимается. Видите, сколько много? Значит, точно так же делаем из верхушечки. Только из верхушки вынимайте меньше, она не такая толстенькая, как низ. С первой частью я закончила. Посмотрите, какая тарелочка у меня получилась, красивенькая. Теперь вот эту всю крошку нужно измельчить, вот так, чтобы она не была большими такими ломтиками. И отправляем в отдельную какую-то посудинку, мисочку. И берем вторую часть. Значит, если вот эту вторую часть верха бисквита тоже не вынять, у вас торт будет горкой. Я всегда вынимаю. Теперь хочу рассказать, какие нюансы могут быть. Я совсем забыла и только что вспомнила. Значит, это же верх, и когда он у меня пекся, он лопнул здесь. И иногда он лопается слишком. Что делать? У меня здесь, вот видите, одна штучка вот здесь лопнула. Но я сейчас вам покажу на этой стороне, так виднее. Смотрите, видите, помните, здесь лопнуло. Как я делаю? Я беру немного бисквита и вот туда, в саму дырочку, вот так вот заделываю. Вот так. Если у вас слишком оно прорвалось, заделайте хорошо. Ну вот у меня одна получилась такая трещинка. Но это не страшно. Все, мы все подготовили. Отставляем в сторону наши заготовки бисквитные. Будем приступать соединять крем. Бисквитную крошку хорошо вот так размельчаем. Отправляем в крем. Для этого корж должен быть остывший. Хотя бы он должен час, полтора до 2 часов постоять, остыть. Вот так. Перемешиваем крем с бисквитом, причем постарайтесь хорошо перемешать. У вас не должно получиться слишком такое, знаете, водянистое оно все, оно должно хорошо держать форму, такое, знаете, комком быть хорошим. Вот посмотрите, как у меня. Если у вас крем не так слишком загус, когда вы делали заварной, ну, доварите его, чтобы он был максимум густой, чтобы весь ваш торт не плыл. Вы видите, как хорошо оно держит форму? Видите как? Так, теперь займемся вишней. Вишню сливаем. Вот так. Нам понадобится только сухая вишня. И хорошо, чтобы она постояла бы минут 15-20, чтобы совсем не было в ней водички, вот не было коньяка. Сейчас я вот сюда переставлю. И хочу вам сказать. Вот этот коньяк в вишневом соке, вы его ни в коем случае не выливайте. Во-первых, мы сейчас будем его использовать как пропитку, но не просто мы его будем подогревать, чтобы немножечко спирт выветрился. И еще я оставляю, вот все, ну столько же не понадобится, тут я не знаю, практически стакан коньяка, понадобится там, ну не знаю, полстакана, больше не нужно. Я оставляю в холодильнике, сливаю, переливаю в тару, закрываю, оставляю в холодильнике. Во-первых, я иногда, очень часто я использую всякие пропитки, делаю в тортах. И если вдруг у вас нет никакой пропитки, а вот тортик надо сделать, вы достали, пролили и все хорошо. Добавляю во всякие соусы, там чуть ли не клюквенные, и тоже очень вкусно получается. В общем, никогда не выливайте это. Это спирт, оно будет стоять и стоять. У меня есть, знаете, я иногда беру домашнее вино, ну вот у знакомых, и заливаю ими вишню, в общем, делаю какие-то разные всякие вкусности для сладкого. Так вот, очень часто у меня остается по литру-полтора вишневого вот этого сока со спиртом. Я сливаю это все обратно в стеклянную тару и в холодильник. И использую не один раз. Это спирт, он стоит долго, ну, в общем, экономьте. Теперь коньячный этот сок ставим на огонь, добавляем 2 или 3 столовые ложки сахара. Если слишком кислая вишня, 3. Значит, сахар должен раствориться, и все это дело должно закипеть. Закипит,
и выключайте. Еще хочу сказать по поводу вишни. Если у вас очень много сока в вишне, я вот так вот ложкой придавливаю, чтобы все остатки стекли. Видите, нам нужна максимально сухая вишня. Вишню высыпаем сюда, в нашу готовую уже начинку, и тоже все хорошо перемешиваем. Берем подложку под торт, в общем, что-нибудь возьмите, чтобы было удобно передвигать торт. И верхушку торта тоже на тарелку. Теперь берем нашу пропитку. Значит, я пропитываю теплой, вот такой, но можно, чтобы она остыла. Я никогда не жду, прям вот так вот сразу и пропитываю. Слишком много не лейте, потому что тонкое дно, чтобы оно не раскисло, не размокло. И обязательно немножечко на бока, чтобы на бока попало вот так вот. Точно так же поливаем и здесь, но тоже смотрите, чтобы не слишком он был мокрый. Теперь начинку перекладываем всю, что у нас получилось, сюда на самый нижний слой бисквита. Теперь ложкой хорошо вот так вот к самому краю пододвигаем начинку и немножечко придавливаем, чтобы хорошо, знаете, так утрамбовать его. Теперь смотрите, как я делаю. Каждый раз получается чуть-чуть по-разному, потому что чуть-чуть по-разному получаются бисквиты. Но приблизительно выглядит это так. Сверху чуть-чуть делаем горкой. Вот так. Видите, горкой чуть-чуть получается. Отодвигаем в сторону и берем вот эту вот вверх, крышечку нашу. Тут тоже емкость, углубление. И вот все, что осталось, обычно остается меньше. Выкладываем сюда. Значит, выкладываем небольшую часть и начинаем вот так вот промазывать. Почему? Чтобы, когда мы сейчас перевернем, оно хорошо сразу прилипло, чтобы потом вверх у нас не отделялся. Для этого крем ложкой вот так нужно обязательно вмять в сам корж. Весь оставшийся крем я горочкой высыпала на эту часть. И теперь накрываю, просто накрываю. Вот так, хорошо. Приминаем руками. Вот так. И распределяем крем руками под самим верхним коржом, чтобы он получился ровненький, как цельный тортик. Со всех сторон просмотрите. Всю эту красотень убираем в холодильник на пару часов, чтобы оно схватилось, и можно приготовить глазурь. Значит, какую глазурь можно сделать? Я люблю, когда сверху сделается помадка из какао. Она немножко горчит, и на мой вкус, ну так я люблю, чтобы чуть-чуть горчило вот этот верхний слой, тогда он вкусный со сладким тортом. Но можно сделать просто ганаш, сливки, шоколад, все перемешал, разогрел и полил. Но я сегодня буду делать помадку, а вы, если не любите горьковатую помадку, делайте ганаш, как кому нравится. Но обязательно торт должен постоять перед покрытием шоколадом, должен постоять в холодильнике пару часов, обязательно, чтобы он схватился. И вообще до подачи на стол торт должен выстояться в холодильнике 4-5 часов, он тогда будет изумительный. Значит, сейчас я буду делать помадку. В идеале нужно, конечно, делать на водяной бане, но я поленюсь сегодня, потому что, ну, очень долго я делаю этот тортик уже сегодня. Один крем, второй крем, поэтому сделаю так. Хорошо, в какао насыпаем сахара, так как оно горьковато, я насыпаю 3, 4, 5 столовых ложек. Наливаем молоко, значит, немного молока наливаем и начинаем вмешивать молоко в какао, чтобы хорошо растворить. Потому что какао такое дело, что если перельете молока, придется добавлять какао. Поэтому лучше молоко добавлять частями. Вот на 100 грамм какао 200 миллилитров молока, ну то есть стакан. Хорошо, теперь ставим чуть выше, чем средний огонь. И вообще от него не отходим. Все время нужно мешать. Либо деревянной, либо лопаточкой, либо силиконовой, либо венчиком можно. Пока не начнет растворяться сахар, и вся эта смесь не превратится в шоколад. Вот прошло буквально минутки 2. Посмотрите, уже даже цвет поменяло какао. Вот так вот. Ну, в общем, я сейчас не буду снимать весь процесс, уже включусь, когда оно уже будет практически готовое. Так, я уменьшила огонь ниже среднего. Уже, видите, такой пар идет. Начинает завариваться шоколад. И я его подержу на плите, на маленьком огне, чтобы он стал чуть-чуть гуще.
Теперь, значит, посмотрите, он полностью готов. Очень красиво, тут столько воздуха я намешала. Ну, посмотрите, какой он однородный, какая ложка однородная, вы видите, в шоколаде. Теперь отключайте плиту, отставляйте. Я беру чайную ложку сливочного масла, ну вот так, знаете, на глаз, просто с масленицы. Опа, сюда. Теперь хорошо его растворяем. Знаете, для чего шоколад? Тогда помадка глянцевая, красивая, без шоколада, ой, без масла такого эффекта не будет. Так, отставляю с горячей поверхности. Все, растворяю шоколад и до полного остывания помадки. Нельзя ее наносить на торт, если она горячая. Берем торт вместе с подложкой, переносим на решетку. На край торта ставьте вот так вот лопаточку, чтобы потом быстренько его поднять. Теперь, так, чуть-чуть сюда посередине, вот так, на самый край. Теперь берем остывшую, помадку и поливаем. Посмотрите, какая гладкая глазурь. Сейчас оно стечет. Я опять переложу на досточку или на какое-то большое блюдо и уберу в холодильник на несколько часов. Торт постоял пару часов в холодильнике. В принципе, вот так в шоколаде можно подавать. Но сегодня я хочу немного украсить, поэтому я возьму сахарную пудру и возьму немного сливочного масла. Сначала масло нужно хорошо взбить в течение 2-3 минут. Значит, теперь во взбитое масло отправляем сахарную пудру. Можно, конечно, и сахар, но сахар долго будет растворяться, поэтому всем рекомендую использовать пудру. Ну вот и все, 2-3 минуты и крем готов. Венчик можно убирать, он нам не понадобится вообще больше. Берем кондитерский пакет, я взяла вот такую большую насадку, вы можете взять любую, какая вам понравится. То есть уже декор это дело вашей фантазии. Перекладываем в пакет крем. Еще я взяла черный шоколад, потерла на крупной терке, у меня получились вот такие ломтики. Но можно без шоколадной стружки, можно взять стружку самого теста, если у вас осталось, и вишни. У меня мороженые вишни, можно использовать для декора, но лучше, конечно, свежие. Но сейчас зимой я свежие нигде не найду, поэтому буду использовать эти. Собственно, все, торт можно подавать. Помните, что за час до подачи выставить нужно из холодильника, тогда он будет сочнее. Хорошо, сейчас я разрежу, посмотрим, какой внутри, и я буду пробовать торт. Вот так выглядит в разрезе, в холодильнике постоял несколько часов. Я выняла за полчаса до того, как наносила декор. Сейчас буду пробовать есть. Посмотрите, как выглядит торт в самом разрезе. Я очень люблю пьяную вишню. Это вкусный торт, несмотря на то, что делаем его редко. Но это вкусно. Обязательно приготовьте, особенно если вы никогда не ели. В чем я сомневаюсь, конечно же. Ну хорошо, пробуем. Хорошо, я пробую. Уже мне не терпится кусочек съесть. Очень вкусно. Сочный торт. Скажу я вам, что 3 часа маловато. Не такая же она и там слишком пьяненькая после 3 часов, но чувствуется алкоголь, поэтому выдержите 6-7 часов, ну целую ночь в холодильнике, чтобы постояла вишня в спиртном. Потому что когда вишня маринуется несколько месяцев у меня там на водке или на коньяке, то, конечно, она чересчур тогда пьяненькая, ну нам всем нравится. Вообще что-то сильно много алкоголя у меня последнюю неделю. То кекс с коньяком, теперь вишня с коньяком, короче, праздники. Хорошо, очень сочно, чувствуется кофейный такой, вы знаете, шоколад сверху, вот такой, знаете, шоколадная вишня, ну очень вкусно. Всем советую, очень сочно, действительно сочно, вообще не сухой торт, вообще ни капельки. Мы все коржи промочили пропиткой коньячной, они все влажные, но не текут нигде, он не потек, ничего подобного, ну как бы нет. Очень-очень вкусно, но вишню выдержите дольше. Надеюсь, я тут не вся в шоколаде, потому что ела торт. Ну хорошо, спасибо, что сегодня были со мной. Я надеюсь, вам очень понравилось видео. Повторите мой рецепт, ставьте лайки, делитесь этим видео, пишите комменты. Может быть, вы как-то по-другому делаете пьяную вишню, напишите, мне будет интересно. Хороших вам праздников, пеките, любите, радуйте своих любимых и близких. Пока-пока.